Угроза разработки биологического оружия у нас под носом превратилась из сказки для взрослых в реальную проблему, скрыть которую пытаются всеми возможными способами одни из самых влиятельных личностей в мире. Есть достоверная информация, которая заставит поверить во всю серьезность происходящего. Отношение к самим лабораториям, расположенным на Украине, имеет непосредственно старина Джо через своего сына Хантера, а именно при помощи его инвестиционного фонда Rosemont Seneca, который спонсирует государственные программы биологических лабораторий, связанных с Пентагоном по всему миру. Ситуация с коронавирусом, в распространении которого винят китайцев, заставляет копнуть еще глубже. Ведь сами китайцы находили множество расхождений в теориях Америки. Случайные вспышки пневмонии в США и Украине в 2017 и 2019 годах. А еще в 2019 американские военные как бы случайно приехали на учения в Ухань. После чего и началось распространение вируса по всему миру. На Украине уже более 25 лет шла политика ненависти к русским. Америка всячески спонсировала подобные проекты, что в наше время помогло сделать незалежную плацдармом для ведения борьбы как с российскими идеями и ценностями, так и с самой Россией. Владимир Зеленский, как послушная кукла, выпускает видео, в котором пытается надавить на адекватность населения, говорит, что он президент и отец, и никогда бы не разместил в своей стране биолаборатории, которые могли бы навредить человечеству. Начнем с того, что это не его страна, а он просто послушная марионетка, покорно выполняющая все прихоти кукловода, который мог устроить и не такое на территории ненужной ему страны. Что касается путей распространения, то 30 лабораторий по всей Украине работают в основном с возбудителями сибирской язвы, чумы, дифтерии и дизентерии для поражения отдельных этнических групп. В качестве распространителей готового коктейля из смертельных болезней рассматривались животные и птицы, пути миграции которых проходят через Россию. Также в этот список входят и грызуны, известные нам из-за Уханя, в котором тоже наследили американцы – летучие мыши. Применение оружия, разработанного в таких лабораториях, грозит не только полным исчезновением определенного этноса, на который направлены сами болезни, а еще утечками по стране, в которой это грязное производство находится. Из-за этих утечек люди постепенно будут загибаться, а страна превратится в выжатый лимон, который выкинут на помойку, и никто о нем не пожалеет. Ведь он уже отыграл свою роль в чаепитии. Подводя итоги, можно сказать о том, что причастность многих людей, которые хотели остаться за масками, уже доказана. А если бы эти лаборатории остались закрытыми для глаз общественности, не только Россия, а позже и весь мир мог оказаться на пороге вымирания. Но об этом говорить было бы уже поздно.